Привет, путешественники! Hello! Сегодня у нас тур выходного дня. Мы сегодня едем в Воложенский район. Там есть Воложенская купель. Это самая наша главная цель. Потом мы едем в Воложен сам посмотрим. И потом едем куда, Лена? И Венец. А в Венец едем. Город мастеров и ремесел. И там тоже много достопримечательностей. Так что, я думаю, будет интересно. Не отключайтесь. Не переключайтесь. Погнали! Воложенский район. Место, где органично соединяются природная первозданность и историческое наследие. Его нередко называют воротами Налибокской пущи, и это правда. Здесь особенно остро ощущается дух настоящей, нетронутой Беларуси. Природа поражает масштабами и красотой. Налибокская пуща – один из крупнейших лесных массивов Европы. В ее чащах обитают зубры, олени и терпоновидные лошади, а вековые сосны создают ощущение вечности. История и архитектура оживают в каждом крупном населенном пункте. Воложен встречает монументальным дворцом Тышкевичей и костелом святого Иосифа, напоминающим античный храм. И Венец славится как центр белорусской керамики. Его визитная карточка – красный и белый костелы, чьи шпили изящно выделяются на фоне холмов. Культура и быт здесь живут в каждом уголке. Это место по-прежнему вдохновляет творцов и дарит ощущение подлинной связи с землей и прошлым. Ну вот мы въехали в Воложен. Нам осталось 5 минут, 4 минуты до нашего родника, куда мы едем. А в Воложене мы потом будем смотреть там дворец Тышкевича, я тебе говорил. Да. Так, это я не пойму, вот прямо сюда нам, в эту маленькую улочку. Идешь, не идешь? Спасибо, пропускаю. Хорошо. У северной окраины города Воложен притаился удивительный природный памятник – родник Воложенский. Это не просто источник чистой воды, а настоящее сокровище, охраняемое государством с 2008 года как гидрологический памятник природы местного значения. Боб, да, ты Боб? Нашла себе друга. Ну что, чавкаешь? Окунаетесь? Да, Да? сейчас. Ну, сейчас 2 минутки. Не, ну это мы так. А вы тоже? Ага. Класс. Особенность этого места в его двойственной природе. Родник представляет собой два выхода подземных вод на поверхность. Первый оформлен часовней, второй за часовней устроен в виде колодца. Оба источника коптированы, вода выводится через трубы, сохраняя свою первозданную чистоту. Вода родника поражает своей свежестью и прозрачностью. Ее температура неизменно держится на уровне 8-9 градусов, даря ощущение бодрости в любой сезон. По результатам исследований, вода не имеет запаха, отличается мягкостью, содержит лишь минимальное количество природных соединений, признана самой чистой среди вод района. Купель – вот что манило нас больше всего. Мы желали окунуться в ее живительные воды, чтобы добавить еще одну драгоценную жемчужину в нашу коллекцию духовных впечатлений. Тепленькая? Потому что на улице холодно. Какая тепленькая, о чем ты? Давай, А там последнюю ступеньку не Давай понятно нормально, где. не бойся. Там же ж не глубоко. Ой, красоты. Ну, присела. Отлично. 5, 6, 7, 8, 9, 10. На 13. Ага, молодец. О! Так, у меня там что, платки или что есть? Ватки нет, все просто. Сейчас проверим
Окунувшись, я решил испытать на практике любопытный факт. Якобы после контакта с ледяной водой через пятки проходят импульсы, оставляющие на снегу небольшие отверстия. К моему удивлению, наблюдение полностью подтвердилось. Ну да, Лена. Вон какие-то. Родник Воложенский – это не просто водный источник, это живой памятник природы, где каждая капля воды хранит в себе силу земли, а окружающая природа создает атмосферу гармонии и умиротворения. Ансамбль резиденции Тышкевичей в Воложине – памятник архитектуры конца 18-го – начала 19 века. Комплекс состоит из 3 зданий, 2 из них – архитектурные близнецы, расположенные на территории, которая сейчас занята местным ОВД. К сожалению, доступ к этим строениям оказался для нас закрыт. Нам удалось увидеть лишь 3-е здание, в котором некогда размещалась оранжерея с тропическими растениями. Впечатления от посещения остались сдержанные. Мы испытывали легкое разочарование из-за невозможности в полной мере оценить красоту и масштаб исторического ансамбля. Костел Святого Юзефа – это памятник архитектуры классицизма. Он построен в 1806-1816 годах. Основателем строительства был граф Юзеф Тышкевич, а завершил его сын Михаил после смерти отца в 1815 году. Храм выполнен в строгих формах классической архитектуры Древней Греции. Его отличительная черта – парадный портик с 6 дорическими колоннами и треугольным фронтоном. На фронтоне изображен символ всевидящего ока – лучистая дельта, который часто связывают с масонством, но в христианской традиции он символизирует Троицу и Провидение. Изначально в костеле было 9 каменных алтарей с гипсовыми украшениями. Главный алтарь освящен во имя святого Иосифа, есть еще несколько меньших алтарей. В храме находится орган на 27 голосов, иконы художника Войтовича и родовая усыпальница Тышкевичей, где был похоронен основатель костела. К сожалению, многие элементы интерьера были утрачены во время войны и нецелевого использования здания, однако в ходе реставрации удалось частично восстановить убранство. Костел Святого Юзефа вместе с Брамой-звонницей включен в государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь. Далее мы отправились в Вивенец. По дороге в агрогородке Першай мы еще увидели вот такой костел Святого Юрия. Образец стилизаторской архитектуры, построенный в 1933 году. Храм также включен в государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь. Комплекс зданий монастыря францисканцев во главе с костелом святого Михаила Архангела в Вивенце является очень ценным архитектурным памятником, важной культурно-исторической ценностью и достопримечательностью Беларуси. Первоначально этот монастырь был основан в 1702 году. За свою историю он несколько раз упразднялся советскими властями, но на данный момент снова действует. Центральное место в архитектурном комплексе монастыря занимает костел святого Михаила Архангела, построенный в 1749 году в стиле виленского барокко. С тех пор его облик почти не менялся. Интерьер костела также выполнен в стиле барокко. Здесь можно увидеть изящные алтари, скульптуры и арочные своды. Особое внимание стоит уделить чудотворной иконе Божией Матери, которая хранится в храме. Костел – это не просто архитектурный памятник, а живое духовное пространство, куда приезжают не только на экскурсии, но и за молитвой, тишиной и покоем. Парни, а дайте тете скатиться для кадра. Горка у стен костела словно ждала нас, и Елена решила подарить себе миг радости, прокатившись с нее. Жду. Так, тут запись точно идет? Ой. Прикольно. Давно я так не каталась. Овочки.
территории монастыря расположился уютный мини-зоопарк, где гости могут в спокойной обстановке познакомиться с его четвероногими обитателями. А некоторые из обитателей спокойно гуляют среди гостей и даже имеют наглость приставать к ним. Коник захотел тоже, видишь? Вон же яблочко. Они не едят яблоки. Ну не едят, так как конику дают. Хорошая ты, хорошая. Я? Ну кушай, витаминки. Ты видел, как этот меня взял? Хотел съесть яблоко. Так, вон там себе лежит. Петя и Вася. Офигеть! Ты снимаешь или нет этот танец маленьких козлят? У меня нету ничего, не вот туда иди. Ты немножко коню оставь. Маленькие. Ну вы же ручные, да? Хорошие. Он же с ума сходится. О. Все, нету. Ты ему все отдал последнее? Ну ты, конечно, одно было. Да, одно было. Ну-ка. Хороший. Ушки тоже хорошие у тебя. Что? Польский дом. Польский дом. Свято-Ефросиньевская церковь, построенная в неовизантийском стиле, единственный православный храм в Ивенце. По данным из интернета, она была построена в центре городского поселка в 1998 году, хотя на табличке возле входа указан 2007 год. Сейчас в ней находится святыня Ивенца, Острабрамская икона Божией Матери. Эту реликвию во время погромов сумел спрятать и сохранить один из прихожан старого храма. Кофе в местном кафе придал нам сил, и мы направились к машине. Нас ждал еще один пункт путешествия – знаменитый Красный костел Святого Алексея. Ну что, сходили с Аленкой в кафе. Я тебя угостила. Да, надо же иногда. Так не затащишь. А как увидел кафе, да кошелька нет, как уже и побежал. Да. Быстрее. Еще и бесплатно, если дают, так можно. Да. Среди сокровищ Ивенца особое место занимает Красный костел, костел Святого Алексея. Его красота достойно соперничает с легендарным Белым костелом. Это изящное здание в форме латинского креста с пятигранной апсидой, двухъярусная башня-звонница венчает фасад, а готические элементы, окно-роза, стрельчатые окна, башенки-пинаклей делают облик костела по-настоящему завораживающим. Когда в эпоху Российской империи католические приходы закрывались один за другим, и венецкие католики остались без храма. Долгие годы их духовная жизнь теплилась в маленькой деревянной часовне на кладбище. Надежда появилась в 1904 году. Власти, смягчив политику, разрешили построить новый костел. Уже через 3 года, в 1907, на месте кладбища вырос великолепный неоготический храм из красного кирпича. В знак признательности и символической связи с временем его осветили во имя святого Алексея, в честь новорожденного цесаревича Алексея Романова. Судьба костела была непростой. С 1962 года в здании размещался филиал Минской государственной библиотеки имени Ленина, позже архив. Лишь в 1988 году храм вновь открыл двери для верующих, а 9 июля 1989 года его переосветили. С 1990 года здесь служат францисканцы. И как напоминание о прошлом, за храмом все еще стоит та самая деревянная часовня, где когда-то молились прихожане. Ну что, друзья, наше путешествие подошло к финишу. Спасибо, что досмотрели до конца, не сошли с дистанции и до новых приключений. Впереди еще много интересного.